Друзья, приветствую вас на канале Legacy Driver, с вами как всегда я Стас, и это новая серия, в которой я вам расскажу о том, как пластиковая деталь стоимостью $10 почти угробила мой суперчарджер и двигатель. Поехали! Что ж, случай этот произошел в сентябре 2020 года. В то время у нас в стране ввели тотальный локдаун по всей стране, но я был в числе тех, кому было разрешено работать. И возвращаясь ранним утром с работы, я заметил, что на моем пути едет также интересный автомобиль BMW M240i, довольно-таки мощный заднеприводный аппарат. Он, увидев меня, немножечко решил притопить, но я решил тоже не поддаваться и точно так же нажать педаль газа. В общем, если посмотреть по видео с видеорегистратора, заезд мы начали примерно с середины моей четвертой передачи. Сначала я вырвался вперед, после того переключился уже на пятую передачу, то есть, как вы понимаете, скорости уже были довольно-таки высокие. И где-то посередине пятой передачи BMW уже начала меня обгонять ходом, потому что все-таки задний привод, потерь гораздо меньше, и на больших скоростях BMW гораздо легче набирать скорость. И я топлю, конечно же, тапку, то есть педаль газа максимально в пол, собираюсь переключиться уже на шестую передачу, выжимаю сцепление, включаю шестую передачу, и двигатель у меня начинает тупо биться в отсечке в 7 с плюсом 1000 оборотов. Конечно же, сразу, что я подумал, это то, что я вместо шестой передачи включил, возможно, четвертую. Поэтому, не думая ни о чем, сразу же в тот момент я выжимаю сцепление, возвращаю рычаг кулисы передач в нейтральную передачу, но двигатель все равно продолжает биться в отсечке как бешеный. И спустя примерно 10-15 секунд после того, как двигатель бьется как бешеный, у меня происходят какие-то звуки в подкапотном пространстве, я вижу, как из правой жабры у меня начинает валить дым. Я понимаю, что что-то случилось или с компрессором, или с мотором, что, скорее всего, я там что-то убил. И двигатель продолжает биться в отсечке, то есть я как бы просто не понимаю, что происходит, как будто бы двигатель начинает сходить с ума. При этом я вжимаю сцепление, я как бы в нейтральной передаче, но двигатель все равно бьется в отсечке. И так почти до самого конца, пока мы не остановились у обочины. И длилось это более минуты, то есть более минуты я не мог заглушить двигатель, у меня машина, то есть двигатель заводится с кнопки Start Engine, то есть пока я полностью не остановлюсь, пока датчик скорости не покажет, что я нахожусь на скорости 0 км в час, я не могу заглушить двигатель. И только лишь когда я остановился, я смог заглушить двигатель. В общем, открыв подкапотное пространство, я увидел то, что ремень генератора, ремень суперчарджера, его просто порвало на куски, расплавило и порвало, разорвало просто по всему подкапотному пространству. Я увидел, что суперчарджер, вернее шкив суперчарджера был сильно поврежден, и также сам суперчарджер был заклинен, то есть провернуть шкивы я не мог. В общем, я поговорил со своим механиком, он сказал: смотри, если ты можешь завести машину, в принципе, ты можешь доехать до моего гаража и без этого ремня. Но я решил не рисковать, я вызвал эвакуатор, эвакуатора пришлось ждать несколько часов. И только лишь когда приехал эвакуатор, и я завел машину, чтобы попробовать загрузить ее на эвакуатор, я понял, что произошло. Я знаю, что случилось. Что? Почему меня оборвало. У меня педаль газа здесь под коврик. Под коврик залетела. И я когда скорость переключал, у меня мотор начал биться все время в отсечку. Вот что сейчас произошло. Как только я завожу автомобиль, чтобы попытаться завести его на эвакуатор, двигатель вновь начинает биться в отсечке. Я понимаю, что, возможно, есть какие-то проблемы с моей педалью газа.
И когда я посмотрел на педаль газа, я понял, что она просто-напросто застряла в дырке от пластикового подпора, который я вытащил несколько месяцев заранее, так как этот пластиковый подпор у меня сломался и вылетел. Получилось так, что педаль газа действительно просто-напросто застряла в этой дырке в коврике. У меня, видишь, вот здесь несколько месяцев уже как выпал этот пластик такой, который останавливает стоппер педали газа. И получилось, я когда топил, у меня, короче, что произошло? Педаль я утопил внутрь, и она у меня застряла под ковриком. И мотор начал биться все время в отсечку, бился в отсечку, пока, походу, компрессор не заклинило. Что ж, после этого мы эвакуировали машину к гаражу. И нам требовалось осмотреть суперчарджер, что именно с ним произошло, потому что на тот момент он был заклиненный. Ну что ж, вот он, виновник торжества. Вот это вот подпор педалей газа, который у меня давным-давно сломался. Я пытался его заклеить, а он все равно вылетел. И в дырку от него залетела педаль газа и застряла там. Вот такие вот дела. В общем, из-за вот этой вот штуковины столько проблем. Я связался с компанией Raptor, производитель данного суперчарджера. Тамошний владелец Steam сразу же ответил мне, что, скорее всего, речь идет о внутреннем ремне суперчарджера, который, скорее всего, порвал из-за очень высокой нагрузки. Он говорит, такое бывает. Это одна из тех деталей, которая со временем испытывают, во-первых, на себе большие нагрузки, и со временем его нужно менять. И скорее всего, что внутри суперчарджера порвался именно этот ремень, но нужно все проверить. Он мне выслал сразу же инструкцию по разборке данного суперчарджера и сказал, что он уже готовит мне ремень, шкивы, которые пострадали, на отправку через DHL. Но главное, чтобы мы разобрали суперчарджер и посмотрели, что все остальные внутренности действительно не пострадали. Так, ну что ж, в общем, разобрал я компрессор. Вот он, бедняга. Вот он, шкив, который получил всех звездюлей. Это его кусочки. В общем, компрессор, скорее всего, заклиненный. Мне уже производитель выслал, значит, ремкомплект, включая инструкцию по замене внутреннего ремня, который, скорее всего, тоже заклинило и порвал из-за вот этой вот нагрузки, которая здесь была. Еще этот ролик на всякий случай, то что он, может быть, из-за того, что ремень порвался и все там заляпало, может, он из-за этого плохо крутится, ну, крутится плохо. Вот, в общем, такие вот дела. В чем прикол, что вот так вот все. Ну, сейчас я еще тут все соединю, почищу. В принципе, можно ехать и без компрессора. Сейчас поставим вот оригинальный ремень генератора, компрессора и гура. Вот, и можно будет, в принципе, даже по чуть-чуть потихоньку ехать. А если залить даже оригинальную прошивку, то можно будет даже нормально так ехать. При этом у нас, получается, остается система охлаждения воздуха. Может, даже машина будет лучше ехать. Такие вот дела, в общем. Все, конечно, тут запачкало ремнем. В общем, надо будет потом как-то все это дело чистить. Очень, конечно, неприятная ситуация. Вот такие вот дела. Но зато машина как бы на ходу, слава богу. Я не знаю, как мотор это выдержал. То есть он где-то минуту, если не больше, работал просто в отсечке 7 с чем-то тысяч. Вот, будем надеяться, что хорошее масло и присадки, которые я лью в мотор, защитили детали все. Будем надеяться на лучшее. Ну что ж, вот так вот по-простому все, видите, работает. Реально очень за 20 минут буквально вернули машину на дорогу, так сказать. Вот такие вот дела. В общем, ездим прямо вот так вот. А то холодный впуск, все дела. Ну что ж, вот так вот мы едем спокойно, без компрессора. Слава богу, все в порядке. Я даже не менял прошивку, просто еду очень тихо и аккуратно. Вот так вот выглядели внутренности суперчарджера. Слава богу, действительно все, как и сказал Тим.
дело было всего лишь во внутреннем ремне. Внутренние шкивы не пострадали, хоть и они были очень загрязнены расплавившимся внутренним вот этим вот ремнем. То есть, кроме замены ремня и шкивов, внешних шкивов суперчарджера, в принципе, никакого больше ремонта не требовалось. Детали, которые нужно было заменить, Тим выслал мне с помощью быстрой доставки DHL, и получил я уже данные детали менее чем через неделю. Разорвавшийся внутри суперчарджера ремень привел к очень серьезному загрязнению суперчарджера изнутри. И перед установкой новых деталей, прежде всего, требовалось очистить изнутри суперчарджер. Yes. После того, как суперчарджер был собран, оставалось лишь одеть пластину суперчарджера вместе с новыми шкивами и одеть новый ремень генератора. Так, вот прикупил ремень 6PK2270. Вообще производитель советует ставить 2275, но вроде 5 мм в допуске. Надеюсь, что встанет без проблем. Прежде чем вернуть суперчарджер обратно на его место, все подкапотное пространство требовало серьезной очистки от остатков разорванного ремня. После того, как моторный отсек был очищен, теперь можно возвращать пластину суперчарджера и суперчарджер. Ну а теперь проводим первый пуск. Ой, засвистело, засвистело. Ну что ж, друзья, вот такое вот неприятное происшествие произошло со мной. И все это произошло из-за 10-долларового подпора педали газа. Так что, ребята, если у кого-то вдруг данный подпор отсутствует и присутствует вот такая вот дырка в полу, постарайтесь этот подпор вернуть обратно и закрепить его надежно, чтобы у вас не случилось ровно такой же ситуации, как у меня. К сожалению, данный ремонт обошелся довольно-таки недешево, и примерно оценить его можно примерно долларов 300-350. А все произошло тупо из-за вот этой вот пластмассовой подпоры педали газа. Да, друзья, хотел бы сказать, что дай бог, чтобы это было самое худшее, что могло произойти с моим автомобилем, но, к сожалению, один из следующих трек-дней докажет, что произойти могло гораздо более худшее, да. Это я уже даже записываю не для этого видео, а просто так.
Вот, хотя те, кто говорили, что, да, что со мной произошло на треке, что я еще легко отделался, в общем, всегда может быть что-то хуже. Старайтесь не допускать данных ситуаций, что я могу сказать. Скорее всего, это будет такая черно-белая вставка, которая вообще не будет относиться к видео. Ребят, вот такое вот видео. В следующем видео, если я надеюсь, что уже смогу восстановить наконец-то свой утонувший лэптоп, в следующем видео я вам расскажу об очень важной доработке, которая в простонародье называется маслопомойка. Расскажу, для чего она создана и как она помогает защитить и спасти ваш двигатель. А с вами был, как всегда, Стас. Оставайтесь со мной на канале. Подписывайтесь обязательно, кто до сих пор не подписан. Ставьте лайки, кому понравился данный видос. Пишите обязательно ваши комментарии. Ну а я, как всегда, желаю вам добра, счастья и удачи. Увидимся в следующем видео. Счастливо! Инцидент, да, правильно сказать? Инцидент этот, да. Инцидент. Данные детали Тим выслал мне быстрой доставкой DHL, который... Данные детали Тим выслал мне с помощью DHL. Очень быстрая доставка, и получил я эти детали уже менее чем через неделю после того, как случилось у меня данное происшествие. Да. Все детали на замену Тим отослал мне быстрой доставкой DHL, и менее через... Перед заменой данных деталей нужно было очень тщательно очистить весь суперчарджер внутри из-за налета, расплавившегося и разорвавшегося. Перед заменой всех основных узлов, которые пострадали, нужно было тщательно очистить суперчарджер, так как он действительно был очень сильно загрязнен налипшим, расплавившимся ремнем, внутренним ремнем, и